Александр Сергеевич, известный предприниматель, приехал в небольшой подмосковный пансион для пожилых людей ранним утром. Его машина медленно скользила по улице, отражая золотистые лучи восходящего солнца. В его руках лежал плотный конверт. В нем была значительная сумма, пожертвование, которое должно было помочь дому престарелых. Но в сердце мужчины жила не только щедрость, что-то глубже, что-то личное двигало им в этот день. Внутри пансиона было тепло и тихо. Коридоры пахли свежестью, чистыми простынями и легким ароматом мыла. Тихие шаги медсестер отдавались мягким эхом, словно напоминанием о жизни, идущей своим размеренным чередом. Александр шел медленно, заглядывая в комнаты. Кто-то читал, кто-то вязал, кто-то просто смотрел в окно. Лица стариков были похожи на страницы старых книг. Каждая морщина хранила историю, которую он никогда не узнает. Он направился в дальнее крыло, где жили женщины преклонного возраста. И вдруг его взгляд остановился на невысокой женщине, сидевшей у окна. Она держала руки на коленях, а ее глаза, усталые, но удивительно живые, смотрели вдаль, будто туда, где остались годы молодости. Что-то кольнуло Александра. Он сделал несколько шагов, и внутри него поднялась волна неясного чувства, будто память, дремавшая десятилетиями, наконец проснулась. С каждым мгновением черты ее лица становились все яснее, ближе, роднее. Морщины, взгляд, легкая улыбка — все говорило ему одно — это она. Он замер. Перед ним сидела его мать, Мария Ивановна, пропавшая много лет назад, исчезнувшая из его жизни, оставившая в сердце рану, что так и не зажила. Она подняла глаза. Их взгляды встретились. В этих нескольких секундах было все — боль утраты, удивление, прощение, любовь. Александр опустил конверт с пожертвованием на ближайший столик. Теперь он казался пустой бумагой. Настоящее богатство было не в деньгах, а в этом мгновении. Он подошел и сел рядом. Осторожно взял ее дрожащую руку, теплую, знакомую, родную. Время невозможно повернуть вспять, но, может быть, можно вернуть то, что было потеряно, хотя бы на короткий миг. Дом престарелых по-прежнему оставался тихим. За окнами медленно поднималось солнце, а в сердце двух людей разгорался мягкий, долгожданный свет, свет воссоединения, которого они ждали всю жизнь. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.